что позволило нам быть успешным. Ширма для бизнеса. Ну что делать, если в стране случилась вот такая ситуация? Весь рынок падает, и вы падаете. Ночь, бурелом, и вы без ничего. Всем привет! Меня зовут Александр Паньков, и мы на канале с вами «Лабиринты стратегии». Я сегодня хотел бы затронуть очень важный вопрос. Вопрос спорный, дискуссионный, но на него есть ответ. А нужно ли вообще заниматься стратегией в ситуации, когда вокруг такая большая неопределенность? Множество мелких изменений, постоянно идущие одно за одной, и неопределенная внешняя среда, когда говорит, как тут планировать на 3, 5, 10 лет. Тут на месяц с трудом планируешь, да, то есть дальше одного дня тяжело смотреть. Давайте разберемся с этим вопросом и ответим себе, так нужна ли стратегия в период неопределенности или не нужна. Сначала я предлагаю разобраться с неопределенностью, да, то есть что для бизнеса неопределенность. Здесь есть два момента. То есть первое, что такое неопределенность? Мы не ждали, оно прилетело. Мы с вами знакомы с черными лебедями, мы знакомы там всевозможными форс-мажорами. Это вот как раз про эти сюрпризы. И последствия мы еще не можем сказать, когда это закончится, как это закончится, в каких объемах это будет все происходить. Это первый черный лебедь, который приземлился на вполне тихое озеро мирового бизнеса. И здесь нам что нужно ответить на вопрос? А можем ли мы в рамках нашей компании создать инструментарий, механизм, чтобы чуть-чуть предугадывать возникновение некоторых сюрпризов, хотя бы некоторых сюрпризов? И вторая часть, здесь опять напоминаю, я во многих роликах про это говорил, про адаптивность бизнеса к тем изменениям, которые происходят вовне. И что мы видим? Чаще всего связанные со стратегией. Да? Неопределенность — это некая такая ширма для бизнеса, для того, чтобы не заниматься своим будущим. Чаще всего неопределенность — это неопределенность в голове собственника, неопределенность в головах команды топ-менеджеров. Неопределенность — это хороший щит, под который можно спрятаться и не напрягаться. И я частенько на семинарах, на встречах с командами, когда слышу про неопределенность, я прошу сделать два мероприятия в качестве такого легкого упражнения, которое иногда подсвечивает очень интересные вещи. То есть первое, я раздаю всем листочки бумаги и говорю, давайте в полной тишине мы с вами напишем, вот у вас есть буквально там 3-5 минут, 5 серьезных изменений, которые произошли вовне и существенно повлияли на ваш бизнес. Какие 5 ключевых изменений вовне существенно повлияли на ваш бизнес? И что мы с вами часто видим, что команда, здесь они работают индивидуально, по сути дела, не очень-то в состоянии набросать такой список. Всплывает одно, может быть два, и то под вопросом. Тогда добиваем следующим ударом, да, и говорим, хорошо, а теперь напишите, а какие 5 серьезных изменений произошли в вашем бизнесе? Вы все время говорите о том, что сплошные изменения. Вот напишите, пожалуйста, опять же, в полной тишине, не обсуждая, не совещаясь, на листочке бумаги, какие 5 ключевых изменений произошли в вашем бизнесе за этот период, за период 3 года. И опять мы с вами видим, что в большинстве своем, что в системе координат этого нет, да, то есть что особо изменений серьезных нет, да, то есть можно ли считать серьезным изменением внедрение CRM-системы в компании? Для малого бизнеса, наверное, это грандиозное событие, для среднего бизнеса не айс. Вот. И что же тогда происходит и что нужно делать? Да? Давайте мы с вами еще определимся с еще одним очень важным параметром, как мне кажется. А из-за чего в бизнесе появляется вот этот щит с надписью «неопределенность»? То есть как он появляется в бизнесе, как он появляется в умах собственника, в умах команды топ-менеджеров. Из чего начнем? Многие бизнесы не работают с динамикой ключевых цифр. То есть они хорошо подводят итог 2023 года, первого полугодия 2024, второго полугодия 2024 года. Но в динамике не наблюдают за цифрами и, самое важное, не делают выводы. А что происходит в динамике? В динамике ключевых показателей нашего бизнеса и в динамике ключевых показателей отраслей. Вы опять собираете цифры, на них смотрите.
И вы видите, что с этими циферками происходит. Вы видите, что происходит с вашей выручкой. Да, динамика хорошая, мы растем. Задайте себе вопрос, почему? Что нужно сделать, чтобы эту динамику поддержать? Да? Раз. Динамика падает. Что такое? Это рынок, это мы, это продукт. Давайте влазить внутрь. Приведу пример. Недавно у меня был интересный проект в Казахстане. Команда топ-менеджеров считала, что бизнес, да, он растет не сильно, но прирастает в среднем 7-10% в год. Бизнес растет. И в принципе это заслуга команды топ-менеджеров. И когда вот они циферки показали, говорят, и в этом году мы опять вырастем где-то процентов на 8,5. Я говорю, слушайте, а можно увидеть вот последние 5 лет в динамике? Что было в 18, 19, 20? Мы нарисовали эти циферки, и дальше я говорю, окей, а учет в чем? Он говорит, в тенге. Я говорю, замечательно. А давайте сейчас тенге переведем либо в евро, либо в доллары. И тут неожиданно происходит первое действие. С учетом инфляции, оказывается, в долларах, в евро компания не растет. Оказывается, в этой ситуации компания, первый вывод, сидит собственник, сидит там команда топ-менеджеров, говорит, слушайте, так а мы стагнируем последние 3 года, 4 даже, да, мы стагнируем, нету роста. Отлично. Я говорю, а теперь давайте попробуем посмотреть, а что происходило с рынком. Есть ли цифры динамики рынка? Мы немножечко там покопали, пособирали информацию из разных источников, и мы увидели, что в среднем рынок растет на 14-15%. Да, в тенге. Мы росли 8,5%, рынок растет в 15%. И что происходит в этой части? То есть мы говорим, что, по сути дела, рынок сам стагнирует, он около нуля, пару-тройку процентов вперед, а у компании следующий вывод. А мы падаем, мы теряем долю рынка. Да, и вот смотрите, вдруг неожиданно появляется первая определенность. Для команды очень неприятная. Так мы были успешны 4 года, мы росли, мы получали премию за прирост. А на самом деле всего лишь небольшая погрешность в учете, да, то есть мы к локальной валюте привязали, не смотрели с точки зрения мировых валют, да, то есть и увидели очень интересную, красивую ситуацию. Каждая цифра в динамике должна подвергаться анализу команды руководителей, анализу команды с ключевыми сотрудниками. Ребята, почему так? Почему так? Что мы можем здесь сделать? Если мы на цифры не обращаем внимания, у нас каждый день как новый подвиг, то в принципе зачем мы лопатим? Первая битва с неопределенностью, да, то есть смотрите на свои цифры в разрезе динамики, да. Вы растете, падаете, стагнируете. Что происходит с основными игроками на рынке? Что происходит в целом с рынком? Как он себя ведет? Он растет, падает. Да? То есть если вы падаете меньше рынка, но падаете, весь рынок падает, и вы падаете. Но вы падаете медленнее, вы все равно забираете долю рынка. Если вы растете быстрее, вы забираете долю рынка. Если вдруг динамика у вас отрицательна, вот первые выводы. Уже можно задавать себе вопросы. А если копать глубже, вы можете открыть для себя еще множество интересных вещей. Во время неопределенности цифры, анализ динамики – это тот фонарик, который подсвечивает неопределенность. Смотрите туда, задавайте вопросы, задавайте, делайте рабочие группы, обсуждайте, почему такая динамика. Второй момент. Часто бывает это неумение работать с рисками. То есть мы даже определяем некоторые риски, которые могут возникнуть в нашем бизнесе, но при этом практически ничего не делаем, чтобы либо есть возможность ослабить вероятность наступления риска, либо подготовиться, опять говорю про адаптивность, подготовиться к наступлению последствий риска. И смотрите, очень важный момент. Это по поводу наших ресурсов. Да? Вот недавно разговаривал с одним из клиентов. Он говорит, слушайте, ну столько у нас законодательных актов, разве можно за всем этим наблюдать? Я говорю, слушайте, ну у вас же есть юрист. Он говорит, да, есть. А почему юрист не делает подборки вам юридических решений? Потому что если вы
собираете определенную подборку, то вы можете через некоторое время увидеть очень интересную вещь. Я это называю неочевидные тенденции. То есть вы видите, куда идет, например, государство с точки зрения принятия определенных решений. Что государство требует там более белого подхода, более осветления бизнеса. Или наоборот, государство там своими всеми последними действиями показывает, что он хочет взять все жестче и жестче под контроль данную отрасль. То есть если мы ставим перед собой цель и начинаем собирать определенную информацию периодически и делать из этого выводы, то мы можем увидеть, что у нас наступают новые риски, что появляются неочевидные тенденции, с которыми мы должны работать. А это уже дальше опять предмет определенности, с чем мы можем работать. Еще одна характеристика неопределенности – это отсутствие или размытость инфополя в рамках компании. Что я понимаю под инфополем, что такое отсутствие или размытость? Это когда во всех подразделениях совершенно разная картинка мира. В продажах одна, в закупках другая, в маркетинге третья. И очень часто подразделения начинают жить самостоятельно. Я говорю, а в чем вы планируете? Он говорит, ну у нас нет единого формата, у нас кому как удобно. Это меня сильно возбудило. Присутствовало там 7 или 8 руководителей, и я попросил каждого руководителя на листочке бумаги написать, в чем он формирует свои планы. Зажимаем пальцы. В Excel, просто в табличке, в Project Management, в Trello, на доске Kanban. 5 вариантов планов и как на совещании это соединить вместе. Это время, это неразбериха. Прихожу в одну сеть очень уважаемой компании, и мне в розничной сети говорят, слушайте, говорит, ну поговорите с нашим там собственником, говорит, ну так дальше жить нельзя. Я говорю, что происходит? Он говорит, мы о всех акциях в нашей сети узнаем от клиентов. Маркетинг делает классные решения, вбрасывает их в рынок, но периодически забывает розницу предупреждать об этих решениях. И вот одна из задач борьбы с неопределенностью – это на регулярной основе выравнивать инфополе во всех подразделениях. Кто наш клиент, каковы его боли, кто наш конкурент, что они делают, какие изменения, какие риски есть на рынке, что с ними делать, какие возможности, какие угрозы. Вот там большой список вопросов, на которые мы периодически должны себе отвечать на вопрос всей командой. И не стесняйтесь сюда включать не только продажи, маркетинг, включайте производство, включайте сервис, включайте R&D, чтобы вся команда разговаривала на одном языке. Еще одна из характеристик, которая формирует неопределенность, это большой объем операционки у ключевых сотрудников. Что это такое? Это физически невозможность думать о будущем. Мы все время тушим пожары. Наши топ-менеджеры, наши ключевые там, руководители среднего звена не в состоянии выйти из контура операционного управления. Это приводит к очень печальным последствиям, когда срок планирования все сужается, и мы наконец начинаем там планировать месячно, недельно, иногда даже ежедневно, то есть это как крайний срок планирования. И когда ты говоришь, а почему мы не планируем дальше, он говорит, вы что, нам бы справиться с месячным планированием. Да, то есть у нас физически на это не хватает времени. И это связано с тем, что под такой командой топ-менеджеров, под командой руководителей нет помощников, нет замов, нет специалистов, которые часть рутины могли бы взять на себя, высвободив руководителей на работу с будущим. Что еще дает нам неопределенность? Это, знаете как, частота попадания в одни и те же ситуации. В связи с чем? Не работаем с факапами, не работаем с успехами, да, то есть не делаем выводы. Причем мы не делаем выводы равномерно и там, и там. То есть у нас есть факап, мы влетели там законодательно, вышел какое-то постановление, указ, мы влетели,
мы не разбираем эту ситуацию и через некоторое время попадаем на те же грабли. Та же самая ситуация успеха. То есть если мы видим, что мы успешно решили какую-то задачу, это дало нам ускорение, это дало нам совершенно другую динамику движения, ну так давайте сядем и разберемся, что позволило нам быть успешным, что не позволило нам быть успешным, что привело к факапам. То есть компания должна работать со своими как факапами, так и успехами. И тут сразу же всплывает, есть хороший инструмент, его мало кто делает, но мне очень нравится, потому что, с одной стороны, он хорошо вовлекает руководителей, сотрудников в дела компании, выстраивает доверие, уважение внутри компании. Я сейчас говорю об инструменте «Ночь факапов». Может быть, кто-нибудь уже делает в своей компании, но вот наши клиенты некоторые делают, и я наблюдаю очень интересные результаты. Что такое «Ночь факапов»? Это мероприятие, которое компания, вот у нас есть клиент, делает раз в 3 месяца, на которое собирается команда из 30-40 ключевых сотрудников, и есть повестка, желающие могут выйти на сцену и рассказать о факапе, который произошел вот в этот период времени. То есть к чему он привел, какие последствия, как мы из него и выходили. И дальше всегда есть очень интересный момент, когда мы с командой можем обсуждать ситуацию, почему факап так произошел, откуда корни, и что нужно сделать бизнесу, чтобы в такой факап больше не влетать. И то же самое с успешными вещами. Но сначала про факапы. Почему ночь факапов? Потому что, как правило, это делается в нерабочее время, и антуражность совершенно другая. То есть вот наши клиенты, они любят делать там дегустацию виски, собираются вечером, сначала делают дегустацию, а потом под бокал виски обсуждают командой. Еще очень важный момент в ночи факапов – это отсутствие погон как таковых. Собственник, топ-менеджмент, среднее звено, ключевые сотрудники все равны. Каждый может выйти на площадку, стать стендапером и рассказать про свой факап. Важный момент. Все, кто рассказывает, не должны быть поражены в правах. Все, кто рассказывают, не должны получить нарекания со стороны вышестоящего руководства. Это площадка для обсуждения и поисков решения, чтобы в эти факапы не попадать. По аналогии можно делать то же самое и с успехами, которые есть в вашей компании. Следующий момент. Отсутствие планирования дольше месяца. Да? То есть вот обратите внимание. Я хочу вам привести один пример. Смотрите, мы планируем на месяц. И каждый месяц мы забрасываемся на следующий месяц. Очень короткий период планирования. А теперь представьте, мы планируем на месяц, и вдруг пандемия. Год. Что это для бизнеса с периодом планирования в месяц? Это почти катастрофа. Все останавливается, бизнес-процессы останавливаются, денег нет. А теперь представьте, компания планирует на 10 лет. И у него есть пандемия. Год. А теперь возьмем Китай на государственном уровне, планирует на 50 лет. И вы представьте, что такое год в 50 лет. Это мат-погрешность. Ну да, было у нас там в каком-то 2000 каком-то году пандемия в течение там года-полутора. Да, мы там потеряли в цифрах, но у нас есть 30 лет еще выровнять ситуацию. Я, конечно, не пропагандирую разрабатывать стратегию на 30 лет, хотя в некоторых отраслях это необходимо, да, то есть как бы это все еще зависит от отраслей. Я говорю о том, что умение компании забрасываться, обсуждать будущее, год, 2, 3, 5, 7, это как раз тот фонарик, который подсвечивает вот эту неопределенность. Это такой же инструмент, и я бы сказал, один из немногих инструментов, который позволяет бороться с неопределенностью. Еще одна из характеристик неопределенности – это, в принципе, разобщенность, отсутствие коммуникации внутри компании. Частенько достаточно большая проблема. Могу смело сказать, что в моих проектах, наверное, из 10 проектов в 10 сотрудники, ключевые сотрудники, руководители отмечают, что не хватает коммуникации, что коммуникации разобщены, что часто не достучаться,
что очень часто в компании есть правило, у каждого додика своя методика. То есть каждое подразделение огораживается и живет своей жизнью, выдумывая какие-то там свои вещи. Нет общего поля, нет обмена информацией, нет совместного поиска решения в сложных ситуациях, которые сталкиваются каждое подразделение и бизнес в целом. И, соответственно, если мы это выстраиваем, то это еще одна возможность побороть нашу неопределенность. Еще один из моментов неопределенности – это отсутствие инструментов и отсутствие площадок для работы с будущим. Мы не обсуждаем. У нас нет рабочих групп, у нас нет проектов, у нас нет команд, которые забрасываются в будущее. Да? Мы все время тушим пожары. А когда мы тушим пожары, наше будущее существенно не определено. Ну и, наконец, еще один из важных моментов. Я уже про это говорил, еще раз делаю акцент. Мы очень слабенько умеем делать выводы из той аналитики, которая поступает в компанию, из тех цифр, которые есть в компании. Да, то есть очень много, что собирается в компании, может дать нам пищу для размышления о будущем компании, о будущем отрасли, о будущем поведении клиентов, о будущем поведении конкурентов. Но, к сожалению, мы не делаем хороших выводов, не умеем, у нас нет компетенций. Поэтому одна из рекомендаций, которую я всегда говорю в компании: ребят, любой отчет, который приходит к вам на стол, должен заканчиваться набором выводов, по которым мы должны либо принять решение, либо проверить гипотезу, да, которая в этих выводах есть. Ну и в целом, обратите внимание, если мы с вами сможем выбрать те болячки, которые нас толкают в неопределенность, и сформировать под них решения, про которые мы с вами говорили, то вы увидите, что через некоторое время вы уже сможете себе спокойно сказать: а почему на месяц, давайте планировать на полгода. Еще через некоторое время вы можете это отодвинуть планирование уже на год. Да? Это не означает, что в это время может чего-то не прилететь. Но чем больше компания работает с прогнозами, чем больше компания работает с очевидными, неочевидными трендами, тенденциями, чем больше она работает с клиентами, с их пониманием текущей ситуации, тем меньше поля для неопределенности. И это на самом деле самая важная вещь при переходе в стратегическое планирование. Еще раз хочу сказать, к счастью, работа над будущим, работа над стратегией — это один из немногих очень качественных инструментов бороться с неопределенностью. Я бы сказал еще очень важный момент, что по сути дела стратегирование, работа с будущим — это как фонарик. Вот представьте себе ночь, бурелом, и вы без ничего. Вот это краткосрочное планирование. То есть вы можете на ощупь двигаться вперед, пробовать обойти там сучки, камни, завалы и все остальное, и пытаться куда-то добраться. Что такое стратегия? Это фонарик. Фонарик, который не дает вам стопроцентной гарантии выйти на трассу или выйти к жилищу, но значительно повышает шансы добраться до жилья, добраться до дороги или добраться до нашего завершения нашей стратегии. Поэтому, коллеги, внимательно слушайте в своих компаниях. И когда вы слышите слишком много жалоб про неопределенность, собирайте команды и начинайте неопределенность препарировать. Спасибо. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и много интересного внизу по ссылке.